Это очень сложная история. Наверное, любой человек, который ее послушает, не останется равнодушным. В жизни каждого человека наступает момент, когда мы чувствуем отсутствие заботы о нас самих. Однако мы списываем это на временный эмоциональный всплеск, стресс или просто думаем, что так и должно быть. Такое ощущение, что в период детства и юности мы понимаем, что окружающие нас люди будут делать все возможное, чтобы мы росли здоровыми и счастливыми в полной безопасности. Однако защита и забота своих детей не всегда распространяется на милосердие в отношении братьев наших меньших. Это история собаки, для которой, казалось, не было второго шанса. Все прохожие проходили мимо, хотя невооруженным глазом были видны страдания животного. Пес отчаянно нуждался в помощи, человеке, неравнодушном к собачьему горю. Было даже заметно, что пес смирился со своей участью, однако две прекрасные женщины заметили страдания животного и пришли ему на помощь. Бедный щенок копался в помойке, пытаясь найти пропитание, чтобы не умереть с голода. Было понятно, что пес нуждается в ветеринарной помощи и уходе, но все игнорировали его, как будто его не существует. Было сложно понять, жив он или уже умер. Но на его счастье мимо проходила женщина по имени Йоси. Она отвела пса к подруге. На тот момент щенок еще не понимал, что вытянул свой счастливый билет. Подруга Йоси, Бьянка, была руководителем организации службы спасения. Она предложила бесплатно вылечить собаку и сразу дала ей поесть. Из-за чесотки у пса практически отсутствовала шерсть. Только глаза животного преданно сияли, вселяя надежду на хороший исход. Поэтому пса назвали Аитос – трогательный термин испанского языка, который характеризует взгляд. Однако все вокруг выказывали свое пренебрежение к собаке из-за ее внешнего вида. И вы представляете, даже сосед Бьянки сменил место жительства, потому что не мог видеть ужасный вид пса. Женщины продолжали выхаживать животное. Пес почувствовал заботу и ласку и пошел на поправку. Собака набирает вес и обретает уверенность. Самочувствие животного улучшалось с каждым днем. Наконец настал день, когда Аитос вышел на улицу. Его встретила хорошая погода. Он стал играть со своим новым другом. Его дни стали веселыми, забавными и полными приключений. Здоровье значительно улучшилось. Из щенка он вырос в красивого пса, у которого есть друзья, семья, где его любят. Пес прошел долгий путь от перуанской умирающей уличной собаки к жизнерадостному животному. Вы только посмотрите, как он изменился благодаря любви и заботе. Аитос просто счастлив, потому что ему дали второй шанс. Он без сомнений живет полноценной жизнью, его любят и о нем заботятся. И он знает, кого нужно за это благодарить. И мы хотим призвать вас: не проходите мимо животных, если видите, что они нуждаются в помощи. Любая помощь может быть бесценна. Даже если вы не можете сами вылечить пса, вы можете хотя бы позвонить зоозащитникам или отвезти малыша в приют, и, возможно, его жизнь будет спасена, а вам это воздастся обязательно, потому что все добрые поступки не остаются незамеченными.